Приятный пластик, 3 цвета, отличная автономность для лоукоста, не худший микрофон из класса затычек. Вкусная цена, французский дизайнер разработал для вас дизайн бокса, что довольно интересно. Жозе Леви вдохновился морской галькой. Такой вот булыжничек симпатичный получился. А 10-миллиметровые динамические драйверы, это, как вы знаете, очень хорошо. Да под них даже программа адекватная написана, достаточно ее скачать. Именно поэтому я купил эти наушники на обзор. И они меня не разочаровали. Хотя Realme интереснее рынок Индии, ведь там 1,3 миллиарда покупателей, однако их продуктами интересуется весь мир. Tube 553, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком, и сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Realme Buds Q. Для начала под распаковку ликбез, тем, кто первый раз ищет ушки через обзор на YouTube. Каждый блогер знает, чтобы захейтить звучание беспроводных наушников, достаточно взять любой телефон от Xiaomi. С телефонами Xiaomi звук у ушей из коробки, как из трубы. В этот раз я тестировал с Redmi Note 8 Pro и Redmi 9S. Хотя на эквалайзер наушники реагируют, как и большинство наушников, и сделать звучание потребным даже с Xiaomi возможно при смене амбушюра настройки эквалайзера, но это уже сложнее. Для этого, как всегда, нужен мозг и желание. Хотя, наверное, лучше уж тогда ТВС наушники сразу с Nokia 3310 тестировать и удивляться, от чего они вообще не играют. Так хоть смешно. А теперь к обзору. Основные тесты я проводил в паре с OnePlus 7T Pro, Pixel 4 и iPhone 11 Pro Max. Упаковка, как вы заметили, мне пришла крайне печальная, максимально разбитая, дарить такое нельзя. Импеданс у ушек 16 Ом, вес каждого наушника по 3,8 грамма вместе с амбушюром. В комплекте, в отличие от Redmi AirDots, идут двухсоставные амбушюры со стандартными 3 размерами на выбор. Но несмотря на хороший и приятный внешний вид, амбушюры слишком жесткие, и даже у Redmi они лучше. Плюсом идет инструкция с QR-кодом на скачивание программы для изменения настроек наушников и кабель зарядки. Вот сама программа полностью на русском языке, адекватно переведена. Зарядка здесь у бокса через micro-USB. 40 мАч в каждом наушнике и автономность на 70% громкости почти 4 часа при использовании в паре. При использовании одного наушника на 50% громкости автономность будет все 6 часов. По одному наушнику ушки работают. И сходу, в отличие от Redmi AirDots, у этих ушек лучше пластик, удобнее посадка, громче звук. И нет белого шума. О чем это я? Владельцы сразу поймут. В шторке заряд наушников показывают. Компенсационное отверстие есть. Корпус ушек довольно маркий, особенно маркой и подверженная царапинам глянцевая поверхность сенсоров. Ложных нажатий ушки не ловят. По боксу люфт крышки минимальный. Вес бокса без наушников 28 граммов. В наличии единственный диод индикации заряда в самом боксе. Уши отключаются сразу при помещении в бокс. На самих наушниках, кстати, никаких диодов нет, что очень хорошо. Подключаются наушники к последнему сопряженному девайсу сразу после изъятия из кейса. Размеры бокса 57 мм на 40 мм на 28 мм. В карман помещаются свободно, в маленький кармашек под зажигалку нет. Емкость бокса наушников 400 мАч. В идеале должно хватать на 4 перезарядки наушников, по факту у меня хватило только на 3. Притом третья была почти полная, наушники зарядились где-то на 90%. Защиты от влаги и пыли у бокса нет. Без программы подключаются наушники так же, как и другие ТВС. Для включения режима сопряжения наушников необходимо поместить ушки в бокс, открыть крышку и зажать сенсоры ушек одновременно на 7 секунд, пока они будут в боксе. После этого они станут доступны для сопряжения. Доставать во время сопряжения наушники не нужно. Приложение Realme Link скачивается по QR-коду. В нем можно поменять назначение этапов и включить самую главную и полезную функцию — режим игры. И это требует отдельного акцента. На моих телефонах в играх при данном активированном режиме лично я задержку не заметил совсем, кроме телефонов Xiaomi. И это хорошо. Как вы понимаете, нечего говорить о воспроизведении видео в YouTube. Заметной задержки при просмотре роликов в YouTube нет вообще. Вот вам пример.
По функциям, как вы уже видели, здесь есть воспроизведение, пауза, перелистывание треков, вызов голосового помощника и включение с отключением игрового режима. Bluetooth 5 версии через 2 стены бьет, даже в торговых центрах прерываний нет, подключаются моментально, в PUBG и танках задержки нет ни на каких телефонах. В Warface еле заметная задержка с телефонами Xiaomi. С OnePlus, Pixel 4 и 11 Pro Max задержка даже в Warface незаметна. Что, кстати, удивительно, давно я не видел наушников, у которых в Warface нет задержки. Датчиков приближения, конечно же, в наушниках нет. Нет активного шумоподавления, но на максималках вокруг почти ничего не слышно. Конечно, нет режима прозрачности и функции мультиподключения. В ушках нет возможности менять громкость без привлечения голосового помощника. Нет возможности также узнать оставшийся заряд бокса. Микро, как и у всех затычек, плохой, но лучше, чем у Redmi-ков, как по мне. Вот вам пример. Тест беспроводных наушников Realme Buds Q в помещении. Здесь довольно плохая акустика, но, как вы слышите, как и все затычки, вроде бы они отрабатывают неплохо. Во всяком случае, мне в них разговаривать довольно комфортно, что странно, учитывая, сколько эти наушники стоят. Тест беспроводных наушников Realme Buds Q довольно ветрено, мимо проезжали машины. Если вы меня слышите хорошо, значит, для затычек это дело отрабатывает неплохо. Наушники по звуку посредственные, как и Redmi AirDots. Притом басов в них больше, чем в Redmi-ках. Выдающимся звук в принципе не назвать. Громкость здесь с запасом, средние и высокие в наличии, притом даже неплохие. Звучание объемное для такого форм-фактора. Комфорт с посадкой отличный, но для людей с ушами больше средних не подойдут однозначно, либо вам придется очень долго искать под себя достойные амбушюры. Вокал и детализация по мне лучше в Redmi AirDots, а в Realme лучше басы и значительно выше громкость. Запас здесь просто космический. Но если один раз заползти в эквалайзер программы наподобие Player Pro и выкрутить басы, вы вообще удивитесь, что такие малыши могут так качать, даже на Xiaomi-шных телефонах. Но опять же, с Xiaomi из коробки они звучать не будут. Вы же помните, мозг и желание. Все, что нужно для успеха. Ведь любой музыкант знает, что инструмент нужно настраивать под себя, как и наушники. Можно тоже подогнать под свои нужды. Если в них нет белого шума и они не разваливаются у вас в руках, возможно все. Главное, голову включить. Цена по ссылке в описании к видео $26 с бесплатной доставкой. Резюмирую, однозначно советую юным геймерам. А также тем, кто хочет довольно экономно получить качественные, самые легкие и громкие на моей памяти лоукостовые затычки без белого шума и убогого пластика. Напоминаю, вес одного наушника вместе с амбушюром всего 3,8 грамма. Но я за форм-фактор вкладышей, так безопаснее по мне и полезнее. Пусть звучание чуть-чуть и хуже. Ставим лайк за труды, завтра тоже будут ушки эксклюзив. Напоминаю, стрим, как всегда, в воскресенье. На канале в розыгрыше 5 Mi Band 4 серии раз в месяц. Условия: лайк, подписка и комментарий. Девайсу да или нет, пользы нет, даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.